Всем доброго дня и хорошего настроения. После посещения ресторана грузинской кухни я решила приготовить хачапури. Это хачапури по-мегрельски. Это не просто еда, это пища богов. Хачапури получилось идеальным, вкус исключительный, надо его кушать, пока он горячий, с пылу с жару. Ингредиенты соединяю отдельно жидкие и отдельно сухие. Сухие дрожжи надо класть в муку, они так лучше работают. При замешивании теста муку добавляю постепенно. Вымешиваю тесто минут 8-10 для того, чтобы оно стало эластичным, однородным. Для начинки надо использовать сыр. Здесь у меня смесь адыгейского сыра и сулугуни. Если сырная масса получается сухой, можно добавить сливки, неважно какой жирности, или даже просто молоко, чтобы эту массу сырную увлажнить. Если миску, в которой тесто подходит, смазать маслом, оно из нее вываливается идеально, не остается никаких следов. Приготовленное тесто делю на две равные части. Одну из частей замораживаю. При формировании лепешки надо, чтобы масса теста равнялась массе сыра. Собираем тесто в кулечек, как хинкали. Раскатываем в лепешку по размеру формы и сверху для корочки сырной посыпаем еще сыром. В духовке при температуре 200 градусов по Цельсию держим до румяной корочки. Подаем сразу, пока оно горячее. Это очень вкусно.
всем понравилось. Следующий рецепт – это будет хачапури по-аджарски. Спасибо за просмотр. Напишите, нравится ли вам грузинская кухня, как вы готовите хачапури. И, конечно, не забудьте подписаться.